Всем привет, это снова я. В этот раз рыбалка. Старое доброе Охотское море ждет нас. Смотрите, какая красота. Сейчас утро. О, вон там только что горбушка показала плавничок. Сейчас утро, солнце несколько часов как встало. В этой бухточке я один. Вот здесь вот видите, песочек нетронутый. Красота. И, как вы уже поняли, я намереваюсь ловить горбушу. Судя по тому, что она показывает плавнички, рыба здесь есть. Рыба здесь наверняка есть. Поэтому поехали, посмотрим, что получится. Что же, время начать рыбалку. Я решил начать с прошлогоднего фаворита. Это Миари Миниатом. Можно посмотреть, как он обглодан со всех сторон. В прошлом году он горбушу приносил в промышленных масштабах. Я пока рыбы визуально не наблюдаю, а при ловле горбуши визуальный контроль — это довольно важная часть, довольно важная составляющая ловли. Ну, еще и немножечко мешает волна. О, видно, вот мимо горбуша пошла стайкой. Сейчас надо быстро вымотать. Горбуша идет прямо вдоль берега стайкой. Сейчас надо быстро вымотать и кинуть ей в противоход. Вот она, прям видно ее хорошо. А вот и она сама. А вот и она сама. Сейчас подождем волну. И вместе с волной наша гостья прекрасно к нам приплывет. Так, ну-ка. Успокойся. Успокойся. Так, ну-ка покажись всем. Смотрите. У горбуши, которая в море. Елки, да, успокойся. У горбуши, которая в море, окраска серебристая. Чем ближе, да, успокойся ты. Чем ближе пресная вода, тем меньше в ней серебристого и больше в ней красного, допустим, цвета или бордового. Видите, вот на хвосте у нее здесь сидят паразиты. Паразиты — это признак свежести рыбы. Это признак того, что вот она прям морская и свеженькая. Так что такую рыбу, разумеется, берем. Это хорошо. Это плюс. Ну и я доволен. Какой это там по счету заброс? Второй, третий, четвертый. Рыбе сейчас быстренько умерщвлим, сольем кровь, и она будет готова для транспортировки. Ну что, рыбка припрятана. Самое время за второй рыбкой сходить. Как вы видите, я особо далеко не кидаю вдаль пока. Потому что вдалеке блесна цепляется за траву. Там довольно мелко. Надо ждать прилива. Поэтому пока все броски и исключительно на коротке. Так, поклевка. Еще одна поклевка. Тут стоит пояснить, что горбуша рыба довольно меланхоличная. И горбуша не в состоянии, как стремительный хищник, прям атаковать. Она атакует довольно неторопливо. Поэтому чем медленней вы ведете колебалку, тем гарантированней результат. Торопиться ни в коем случае не стоит.
Не торопится клевать рыбка. Видимо, стайка отошла от берега. Сейчас вот в таких случаях, когда клев прекращается, очень важно найти рыбу визуально. То есть попытаться прикинуть, где она сейчас, и найти на воде знаки того, что рыба недалеко. Вот она. Вот она. Ну, давай. Давай, сейчас волна поможет, волна поможет. Давай. Оп. Оп, гоп. Несмотря на то, что море, ведет она себя как чрезвычайно вяло. Но еще дело в том, что вот это самец. Не хочу брать самца. Самца отпущу. У него уже как бы начал расти горб. То есть по сахалинским меркам это уже как бы даже, ну, скажем так, не совсем пищевая рыба. Сейчас я его быстренько от крючка отцеплю. По нашим меркам такую уже как бы кушать не стоит. Лучше позволить ему спокойно утопать обратно в море. Удивительно, что рыба почти не сопротивляется, вся очень вялая. О, вот опять идет косячок. Так, ну-ка, косячку в противоход. Рыба очень плохо почему-то сопротивляется, вся очень вялая. Это странно. Так, вот она. Это странно. То есть обычно рыба так себя может вести уже в реке, когда нахваталась пресной воды, ослабла. А сейчас прям, ну, вообще никакая. Прям вареная. Возможно, связано с тем, что у нас довольно тепло. Вода в море прогрелась хорошо. А вот это сейчас что-то начала булькать. Так, ну волна, волна, волна. Мне нужна волна. Чтобы волна тебя выкинула. Давай. Так, все. Все. Да приплыла. Слушайте, вот, ну, только сказал, что вся вареная. Попалась одна более-менее бойкая. Но еще другое дело, что волны нормально нет, чтобы ее нормально выкинуть. Давай. Все. Приехала. Это вот самочка. Это как бы уже видно и по форме тела. Но сейчас еще и закрепим информацию. Самок от самцов отличать просто. Анальный плавник у самки, последняя перышко торчит. А у самца весь плавник единой линией. Поэтому, ну, сразу понятно, перед нами самка. Меня там работает без осечек. И я чувствую, я сейчас его буду снимать, на другую блесну менять. Потому что уже как-то не очень интересно ловить. Надо что-то еще пробовать и узнавать. Сменил я меня там вот на такую вот блесенку. Эта блесенка не что иное, как металлический тасманский дьявол. Я его до этого бросал только в речках по речной мелочевке. Там, в принципе, ловил. Но профильной рыбе, то бишь горбуше, я его еще никогда не предлагал. Сейчас вот посмотрим, как себя покажет. Если будет ловить, то это будет чрезвычайно интересно. Так, только для этого все-таки нужна горбуша. А я сейчас такое ощущение, как будто в пустыню закинул. Ну-ка. Там что? Так, вот рыба. Ну-ка, будет поклевка или не будет? Так, поклевка была. Вот еще одна, догнала. Ах ты! Две поклевки подряд. Работает блесенка. Так, поклевка и касание было. Вот, все. Вот это доело. Там дело в том, что родной крюк безбородый. С горбушей это все-таки сложно. Сейчас еще пара
забросов, и я поменяю родной крюк на нормальный. А вот, собственно, и первая горбушка для железного тасмана. Съела поклевки эдак с 4-й, если не с 5-й. Просто бежала и тюкала и дотюкалась. Сейчас немножко повыгуливаю. О, все. Так. Ух ты. У нее, как всегда, свое мнение. Хорошенькая горбушка. Серебряненькая. Работает железный тасман. Прям работает. Так, тихо. Размер горбуша сегодня не радует. Вся не крупная. Но зато радует кондиции. Вся серебряненькая. Вот тоже самочка. Тут по соседству небольшой ручеек. Я в ручейке сделал запруду. Вода в нем ледяная. И кладу сюда рыбу для стока крови. А потом рыба у меня переедет в термоконтейнер. Вот она. Поклевка, ну, никакая. Она просто сзади догоняет, открывает рот и смыкает челюсти. То есть это даже не удар. Ну, это типично для горбуши. То есть достаточно никакущая поклевка. Вот это горбыль, то есть самец. Поэтому сопротивляется чуть сильнее самки, потому что у него горб, и он может всей плоскостью тела давить, разматывать шнур с фрикциона. Ну, скажем так, у него возможностей для сопротивления больше. Да. Самцов мы сегодня отпускаем. Обычно самец горбуши жирнее самки. То есть самка отдает жир, икре. Самец никому ничего не дает, а молоки столько жира не требует. Поэтому если, вот, допустим, нужно мясо на котлеты, то, конечно, предпочтительнее брать самцов. Но я не хочу себе сумку перегружать рыбой и хочу сделать икры. Поэтому сейчас я сконцентрирован на самках. Вот она. В какой-то веке клюнул кто-то на дальнем выбросе. С одной стороны, это хорошо, что клюнул. А с другой стороны, это немножко чревато. Там много капусты. Горбуша обладает способностью в этой капусте запутываться. Так что еще очень важно не облажаться. Ну, это вроде не запуталось. Вышла на чистое место. Ой. Решила проявить свои бойцовые качества. Вот, с волной, давай. Вот сейчас вот хорошая волна идет. Надо с ней попытаться ее как раз и выкинуть. Вот тоже, кстати, оказалось не такой уж и дурой. Это хороший самец такой. Не сказать, что крупный, но нормальный. И молодец, отцепился сам. Сейчас мы его чуть-чуть проводим до воды. Давай. Все. Сейчас сам убежит. Ну, на основании пары пойманных горбуш хочу сказать, что железный тасман работает. Его можно назвать железный капут. Вот она. Ай ты! Сошла, зараза.
я ставлю одинарник, чтобы и рыбу, если отпускать, меньше травмировать, и чтобы зацепов за всякую капусту было меньше. Поэтому исходы с него, конечно же, тоже есть. Но все как бы в пределах допустимого. Иногда их чуть-чуть побольше, иногда их вообще нет. Иногда их просто немного. Вот сейчас попалась самочка. Поэтому с этой мы грубить не будем. Повозим ее подольше. Ай, зараза! Только хотел сказать, повозим подольше, чтобы не соскочила. А она тут же соскочила. Ну-ка. Одинарник там не разогнула? Да, разогнула одинарник. Сейчас заменю крючок и продолжим. Сейчас вот видно, как возле берега горбуша гуляет. Ах, вот тут же и клюет горбуша. Она гуляет возле берега, показывает спинки, показывает плавники. Там, где глубина позволяет, даже видно ее. Ну давай, давай. Ох. Так, это самец. Самцу у нас понятно, куда дорога. Сейчас отпустим и пойдем дальше ловить. Ой. Так. Давай. Хопа. Ну, мне кажется, железный тасман или железный капут себя оправдал. Пора дать место кому-нибудь еще. Может, кто-то еще себя проявит. У меня все по-старому. Рыба все так же клюет. -1. Я вот тут начинал эксперименты. Какая колебалка лучше ловит, все дела. Но через какое-то время пришел к тому, что все-таки ловит миниатом, а все остальное так себе. Поэтому вот еще одна самочка в копилку, и миниатом я, скорее всего, до конца дня так и снимать даже не буду. Все бы хорошо, горбуша клюет, только вот на одну пойманную самку приходится где-то 2, может быть 3 самца. Поэтому очень много приходится с ними ворочаться. Они же еще, как правило, эта самочка, она небольшая, она слабая. А самец, как правило, с такой конкретной лопатой вместо спины давит, как черт знает кто. Поэтому самцы много времени на себя берут. Все, отгремела утрянка, хватит. Наловил, в принципе, мне достаточно. Вот на это количество еще пришлось где-то около 15 где-то отпущенных горбылей. Может чуть поменьше, может чуть побольше, не считал. Вот эту рыбу, она поймана последней, еще даже по цвету можно отличить. Вот у других спинки уже посерели, а у нее все еще зеленая. То есть она вот только что с моря. Только-только вот сливается с нее кровь. Тут еще дело в том, что я как бы горбушовую рыбалку именно как рыбалку воспринимаю плохо. Горбуша для меня, скорее всего, просто источник еды, источник мяса. А как вот азарт какой-то,
с азартом здесь довольно слабо. Сейчас, когда вот это последнее стечет, вот для них специальная термическая сумка. В термической сумке полная 1,5-литровая бутылка льда. И вот эта горбушка в прекраснейшем состоянии доедет до дома. Честно говоря, не понимаю людей, которые везут горбушу до дома просто в пакете в машине. Убивают этим рыбу. Рыбу жалко. Я уже дома. Разделываю рыбу. Вот. И корка. Ну, там всякие очистки. Здесь уже тушки без голов, без хвостов. Вот, собственно, и корка. Первый стык. Второй стык. Рыбу я сейчас очищу от кишков. И дальше я ее вот такую вот очищу, но она будет в крови. Я ее не буду мыть под краном. Я ее только протру бумажными полотенцами от крови. Где-то поскоблю ножом. Это принципиально важно, потому что перед вообще заморозкой, перед готовкой лучше всего, чтобы морской рыбы касалась только морская вода. Чтобы не касалась никакая пресная вода. Возможно, это все мои такие измышления какие-то, дурки. Но я так делаю всегда. И меня этот метод еще никогда не подводил в плане ожидания от рыбы каких-то конкретных вкусовых качеств. Итого получилась вот такая вот мисочка икры. Ее мы сейчас будем солить. Для начала я просто икру перемешаю с солью, а потом буду солить ее горячим посолом. Сейчас сначала надо ее перемешать с этой солью. Как вы видите, соли я в икру добавил, так, совсем немного. Гораздо меньше, чем если бы икру солил бы холодным посолом. Но я вам сейчас все покажу, для чего это делается. А теперь, собственно, то, почему посол называется горячим. Это кипяток только что закипел. В прошлых моих видео, когда я вот так же горячим посолом готовил икру, я получил там достаточное количество комментариев, которые заявляли, что я попросту сварил икру. Ребят, вы попробуйте сырое яйцо залить кипятком. Сварится у вас яйцо? Я уверен, что нет. То же самое икра. Чтобы икру сварить, ее нужно кипятить несколько минут. И залить ее кипятком никак дело не решит. Кипяточек подостыл. Вот, до воды уже можно спокойно дотрагиваться пальцами. И следующая стадия, ручная стадия. Надо вот этот вот ястык пальчиками отделить от икринок. Делается это очень просто. Единственное, что это немножко долго, муторно. Так вот, оп-оп. И вот через какое-то время у вас в руке появляется такая серая тряпочка. Эта серая тряпочка — это и есть вот ястычная пленка, свернувшаяся от кипятка. Икры на ней больше нет, поэтому она мусор, ее выкидываем и продолжаем дальше, пока все ястыки не перейдут вот в состояние таких пленочек серых. Вот, собственно, икра готова. В ней, конечно, есть вот такие вот штучки. Это лопнувшие икринки, остатки пленок, но это никак не влияет на вкус. Это нормально. То есть можно, конечно, с этим мужественно бороться, но я не борюсь. Я оставляю это нормально. Это не страшно. А дальше можно, конечно, вот эту икру там, намазывать на хлеб, там делать с нее бутерброды, как там вот по классике.
Но я не занимаюсь этой штукой, дрюкой. Бутерброды я, конечно, с икрой ем. Но когда вот икра вот такая свежая, малосоленая, я предпочитаю готовить с нее что-то типа салата, наверное. Сразу говорю, то, что я приготовлю, обычно на хлеб не мажется. И раньше я добавлял в этот салат ржаные сухарики. Сейчас я сухарики из рецепта убрал, надоели они мне. Но если вам они милы, можете сухариков тоже добавить. Черного перцу не жалейте. Надо так хорошую горсточку. В идеале нужно растительное масло подсолнечное с запахом семечек. У меня не было, у меня вот уссурийское соевое есть. Тоже хорошее вкусное масло с хорошим вкусом. И умоляю вас, не портите блюдо оливковым маслом. Вот подсолнечное, лучше просто рафинированного налейте, но не оливковое. И аккуратно, нежно перемешать. Теперь, благодаря луку и укропу, вы даже не заметите, что в вашей икре вот эти вот остались всякие кусочки нехорошие. Теперь лук и укроп все это покрыли. Так, салат готов. Выглядит он, так, кусочек лука. Выглядит он вот так вот. От него сейчас пахнет уже вообще за версту. Пахнет именно вот лук сделал запах икры летучим. Ну и по традиции первым делом дадим оператору ложечку. Огонь. Огонь. Оператору понравилось. Я тоже немножко попробую. Пожалуй, чуть-чуть пересолено. Поэтому лучше вот такую пересоленную чуть-чуть икру есть с чем-то несоленым. Например, несоленый рис или картошка вареная несоленая. Ладно, всем пока-пока. До свидания.